8 мая 1902 года. День Вознесения. Главный церковный праздник в католическом календаре. Город Сент-Пьер просыпался медленно, как обычно по воскресеньям. Колокола готовились звонить к утренней службе. На улицах пахло свежим хлебом и морем. Сент-Пьер называли Парижем Антильских островов. За театры, ботанический сад, за оживленные кафе на площади Бертен в тени старых деревьев. Порт принимал суда с ромом, кофе, сахарным тростником. По переписи 8 лет назад здесь жило около 20 тысяч человек. К этому утру почти 30. И ни один из них не подозревал, что у города осталось чуть больше 2 часов. В 7 километрах от центра города, скрытая утренней дымкой, стояла гора Пеле. Местные карибы задолго до французов называли ее Огненной горой. В 1792 и в начале 1850-х она уже извергалась, но тогда обошлось паром и небольшим количеством пепла. С тех пор все на острове усвоили простую мысль. Вулкан может разве что плеваться лавой, а от лавы всегда можно уйти неспешным шагом. Никто на острове не знал, что это неправда. Вулканология как наука едва начинала существовать. В отеле «Интендант» в тот момент спала Мари Муте, жена губернатора. Накануне вечером она и муж приплыли из Фор-де-Франс, лично убедиться, что городу ничего не угрожает, и заодно успокоить горожан перед выборами через 3 дня. Приказ удерживать людей в городе до голосования, как выяснится позже, спустился не от местного губернатора, а напрямую из Парижа, от министра колоний. В резиденции американского консула на холме, откуда из заднего окна была видна сама вершина Пеле, готовился к службе Томас Прентис с женой и 2 маленькими дочерьми. Неделю назад жена писала сестре в Массачусетс, что боится. Вулкан, кажется, решил вырваться и поглотить весь остров. Прентис ее успокаивал. В гавани всегда стоит корабль, в случае чего они успеют уйти. Консульская резиденция стояла на этом холме не первый год, и за все это время гора никогда не давала повода для тревоги серьезнее, чем сейчас. В гавани в это самое утро действительно стоял корабль. Канадский лайнер «Рорайма», только что вошедший в бухту после долгого пути из Монреаля через Нью-Йорк и Бермуды. На борту 68 человек. Команда и пассажиры, рассчитывавшие на короткую остановку в порту, который путеводители того времени описывали как маленький Париж Антильских островов. Помощник капитана Томпсон смотрел на дымящуюся гору и находил зрелище величественным. Легкая тревога, да, была. О ней даже говорили с местными корабельными агентами. Реальной угрозы никто не видел. Где-то на окраине плантатор Фернан Клерк, один из немногих, кто все последние недели уговаривал соседей уехать, проверял барометр на своем балконе. Прибор показывал что-то странное. В полицейском участке, в одиночной камере без окон, наполовину под землей, с единственной узкой щелью в двери, сидел человек по имени Люджи Сильбери. Его бросили туда накануне вечером за драку. Обычное дело для забияки с такой репутацией. Камера была наказанием. Через несколько часов она окажется единственным безопасным местом в радиусе 8 километров. Никто из них об этом еще не знал. Сигналы были задолго до этого утра. В феврале начались первые слабые землетрясения. В апреле – серные испарения, запах которых чувствовался даже в самом городе. 23 апреля гора выбросила первые крупные облака пепла. Земля гудела на десятки километров. На следующий день – мощные подземные взрывы. Со склонов массово уходили змеи, грызуны, насекомые. Собаки не переставали лаять. 5 мая с горы сорвался Лахар – горячий грязевой поток из воды, пепла и обломков пород. И за несколько минут стер ромовый завод доктора Гёрина в устье реки Бланш. На заводе работало больше 200 человек. Гёрин спешил собрать урожай тростника до того, как его испортит вулкан. И накануне завод работал на полную мощность. Лахар убил около 150 человек почти мгновенно. В тот же день правительственная комиссия, собранная губернатором, 2 школьных учителя естественных наук, военный инженер-артиллерист и инженер-строитель, выпустила заключение. В активности горы Пеле нет ничего, что оправдывало бы покидание Сент-Пьера. Безопасность города полностью гарантирована.
Единственным членом комиссии, хоть как-то разбиравшимся в вулканах, был школьный учитель Гастон Ландес, но и его знания ограничивались тем, что было написано в доступных тогда книгах. А в этих книгах главной угрозой называли лавовое течение, которое наверняка остановит глубокие овраги вокруг горы. Местная газета напечатала заключение комиссии слово в слово на первой странице. Люди, пытавшиеся уйти по дороге на Фор-де-Франс, натыкались на солдат. Тех самих отправили туда специально разворачивать беженцев обратно. А из окрестных деревень, наоборот, в город стягивались сотни людей, напуганных лохаром. Туда, где, как им сказали, безопасно. 7 мая, всего за день, на острове Сент-Винсент, в 90 милях южнее, взорвался другой вулкан, убив больше 1500 человек. Новость не испугала жителей Сент-Пьера. Наоборот, успокоила. Если соседняя гора выпустила пар, значит и в Пеле давление спадает. Один капитан не купился. Марин Лебафе, неаполитанец, командовавший барком Арсалина, в тот же день увел корабль из гавани, забрав лишь половину груза сахара. Под угрозой ареста и под протесты грузоотправителей, которым он, в общем, ничего не должен был объяснять, на вопрос портовых чиновников, что он творит, Лебафе ответил коротко: он ничего не знает про эту гору, но если бы Везувий выглядел утром так же, как этот вулкан, он бы давно убрался из Неаполя. Больше так никто не поступил. Вечером 7 мая дрожь земли немного стихла. Большинство, почувствовав временное затишье, разошлись по домам с мыслью, что худшее, кажется, миновало. В отеле «Интендант» губернатор Мути собрал последнее заседание комиссии и снова получил заверение, что город в полной безопасности. Около 5 часов вечера он поселился там с женой, не подозревая, что это последняя ночь в их жизни. В 7:40 утра 8 мая колокол собора прозвонил к началу службы. В 7:30 тираннозавры, будь они здесь, давно бы ушли. Но динозавров не было уже 66 миллионов лет, а люди читать землю так и не научились. Под Пеле, в магматическом канале, давление достигло точки, после которой ничего уже нельзя было сделать. В 8 часов 1 минуту гора издала звук, который позже один из выживших, фермер по имени Виктор Альбер, описал как вспышку ярче любой молнии. Облако на вершине Пеле, по его словам, буквально упало на город с такой скоростью, что ни у кого не осталось ни шанса убежать. В 8 часов 2 минуты пирокластическое облако, смесь раскаленного газа, пепла и обломков пород температурой свыше 1000 градусов, достигло города. Оно двигалось со скоростью около 100 метров в секунду. Это известно потому, как далеко отбросило каменные статуи на городских площадях. Ученые, изучавшие развалины спустя десятилетия, называли это явление французским словом «nuée ardente» – «палящее облако», термин которого до этого утра вообще не существовало в науке. Каменные стены метровой толщины разлетались как картон. Деревья по всему городу мгновенно лишались листвы и коры, оставаясь голыми обугленными стволами. Все, кроме тех нескольких, что стояли точно по линии удара. Кислород в воздухе на доли секунды замещался раскаленным газом. Достаточно было одного вдоха. Леон Компер-Леандр, один из 2 людей, выживших прямо внутри городской черты, рассказывал потом: внезапный ветер, дрожь земли, небо мгновенно потемнело. Он попытался зайти в дом, с трудом поднялся на 3 ступеньки и почувствовал, как горят руки, ноги, все тело. Упал на стол. К нему в комнату вбежали еще 4, крича от боли, хотя их одежда снаружи выглядела целой. Через 10 минут одна из них, девочка лет 10, умерла. Остальные ушли. Что с ними случилось дальше, неизвестно. Мари и Луи Муте погибли в первые секунды, в том самом отеле, куда приехали успокаивать горожан. Семья консула Прентиса погибла там же, на холме с видом на гору, которая казалась им такой далекой. Рорайма вспыхнула целиком за считанные секунды. Капитан Магах, обожженный, упал с мостика за борт без сознания. Из 68 человек на борту в живых после первого удара осталось 25.
Морская вода в бухте на этот момент буквально закипела, образовав воронки такой силы, что одна из них развернула судно почти на 90 градусов. Из всех кораблей в гавани спасся только один – британский Родом. И даже он потерял больше половины команды. Целый город, почти 30 тысяч человек, перестал существовать за время, которое нужно, чтобы дойти от спальни до кухни. В одиночной камере без окон Люджи Сильбери услышал, как через узкую щель в двери начал проникать горячий воздух с пеплом. Он успел намочить мочой свою одежду и заткнуть ею щель. Жар держался недолго, но обжег ему руки, ноги, спину до глубоких ран. Одежда, по счастью, не вспыхнула. Следующие 4 дня он провел в темноте без еды. Пил дождевую воду, скопившуюся под решеткой. На 4-й день спасатели услышали его крики из-под завалов тюрьмы. Из 60-70 других заключенных того же блока выжил он один. На окраине города плантатор Клерк, тот самый с подозрительным барометром, услышал странный звук со стороны горы за полчаса до удара. Не дожидаясь ничего больше, он посадил жену и 4 детей в повозку и уехал в свое имение в стороне от города. Это решение, принятое в последние 30 минут, спасло жизнь всей его семье. 10-летняя девочка Авивра де Ифрил успела забраться в лодку и доплыла до пещеры на соседнем берегу, где раньше играла с друзьями в пиратов. Ее нашли позже, без сознания, в нескольких километрах от города. Это все, кого вспоминают по именам. Около полудня крейсер «Сюше» подошел к тому, что осталось от Сент-Пьера. Жар не позволил высадочным группам сойти на берег до 3 часов дня. Когда капитан наконец ступил на площадь Бертен, тот самый тенистый сквер с кафе, ни одного дерева не осталось стоять. Голые обугленные стволы лежали на земле, выкорчеванные с корнем. Повсюду были тела. Огонь и удушающий запах не давали продвинуться дальше в развалины. Город горел еще несколько дней. Топливом служили не только обломки домов, но и бесчисленные бочки рома на портовых складах, на которых строилась вся экономика города. 12 мая президент США Теодор Рузвельт распорядился отправить помощь и попросил у Конгресса $500 000 для пострадавших. В обращении он сказал: «Одно из величайших несчастий в истории постигло соседний остров Мартинику. Города Сент-Пьер больше не существует». 20 мая, через 12 дней, гора выбросила второе облако. Такое же по силе, добившее то немногое, что устояло после первого удара. К тому моменту в развалинах почти никого не осталось. Все, кто мог уйти, уже ушли. Точное число погибших до сих пор уточняет. Французский вулканолог Альфред Лакруа, прибывший на остров через 2 месяца и составивший первое детальное научное описание трагедии, в своей работе 1904 года называл цифру не менее 29 тысяч. Современные расчеты, основанные на компьютерном моделировании потока, в целом ее подтверждают. Один из офицеров Сюше называл журналисту, освещавшему трагедию, цифру в 37,5 тысяч. Уже после того, как первоначальную оценку в 40 тысяч официально попытались занизить. Расхождение объясняется просто. Никто точно не знал, сколько людей в действительности находилось в городе в то утро. Беженцы стекались туда буквально до последнего часа. Как бы ни считать, это остается самым смертоносным извержением 20 века. И спустя более 120 лет по-прежнему держит это первенство. У трагедии нашлось и другое продолжение. Именно она заставила науку впервые серьезно заняться явлением, при котором вулкан убивает не лавой, а несущимся облаком раскаленного газа. До этого утра подобный механизм гибели города был неизвестен ни одному ученому в мире. Десятилетия позже, после извержения горы Сент-Хеленс в США в 1980-м, исследователи заново пересмотрели данные, собранные на Мартинике в начале века. Тип извержения с обрушением лавового купола, порождающим стремительный поток раскаленной смеси, получил название Пилейский, в честь горы, унесшей 30 тысяч жизней за 2 минуты. Сегодня этот термин используют вулканологи по всему миру, описывая один из самых опасных типов извержений на планете. Сегодня на месте трагедии стоит небольшой город.
Несколько тысяч человек – ничтожная доля прежнего населения. Гору Пеле продолжают наблюдать сейсмологические службы. Вулкан считается потенциально активным. Обломки Рорайма лежат на дне бухты на глубине около 50 метров. Сегодня это популярное место для дайвинга. Камера, в которой выжил Людже Сильбари, сохранилась и открыта для посещения до сих пор. Тюремная стена оказалась надежнее правительственной комиссии. Никто из 30 тысяч жителей того утра не знал, что увидит последний восход своей жизни. Колокол прозвонил к службе. Через 21 минуту небо раскололось. Если вам интересны такие истории, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, какая деталь зацепила больше всего. До следующего видео.